Котики, они и в Африке котики. Не все же мурлыком нырять за рыбой в Юго-Восточной Азии или бродить по заснеженным горам в Норвегии. Кстати, обязательно посмотрите ролики про всех этих усатых милах у нас на канале. Ссылка в закрепленном комментарии. Ну а мы отправляемся сегодня на родину царя зверей, дабы изучить весьма оригинальную котейку. В отличие от большинства хищников, этот зверь обладает удивительными способностями и особенностями поведения, которые делают его по-настоящему выдающимся среди других кошек. Встречайте сервала или кустарниковую кошку, хищное млекопитающее семейства кошачьих. Сервал – это один из самых загадочных и удивительных представителей семейства кошачьих. На сегодняшний день зоологи выделяют 14 подвидов данного вида. Изначально их было гораздо больше, и они густо населяли африканский континент. В конце же прошлого века сервалы привлекли внимание зоологов, которые решили попробовать одомашнить невероятно красивых и грациозных диких кошек. Попытки оказались весьма успешными, так как котик со смешным носом довольно быстро адаптируется к изменившимся условиям содержания и вполне комфортно чувствует себя в качестве домашнего питомца. Фелинологи даже проводили гибридизацию и вывели две породы домашних кошек – Саванна и Ашера. Сервалов также успешно скрещивали с каракалами, и родившихся котят называют каравалами. На сегодняшний день сервалы считаются самыми дорогими и элитными кошками, завести которых далеко не всем по карману. Ареал сервала приходится почти на всю территорию Африки. Жить они любят там, где есть вода и побольше кустиков. Пустыни они на дух не переносят, да и сухие саванны тоже. Но и влажные тропические леса опять-таки не любят. В общем, те еще привереды. Сервал – это дикая кошка удивительной красоты. Внешние данные имеют признаки сходства с рысью или золотистым котом. Длина туловища составляет до 140 см, высота туловища в холке до 70, масса тела до 22 кг. У животных имеется небольшой, но толстый хвост, длина которого составляет 35 см. Ну и, конечно же, очень большие и длинные уши, которые принято считать их визитной карточкой. Существуют различия в окраске разных географических рас сервала. Сервалы, живущие в степных и малолесистых районах, отличаются крупными пятнами на светлом фоне. Лесные сервалы более темные, приземистые, и пятна у них мельче. Прежде их выделяли в отдельный вид – серваловидных кошек или сервалин. Переход между этими двумя типами плавный, в особенности там, где их ареалы соседствуют друг с другом. Так в Уганде и Анголе попадались особи с крупными пятнами на темном фоне, а в Гвинее, Того и Эфиопии с мелкими пятнами на светло-желтом фоне. В горных областях Кении встречаются черные сервалы, меланисты. Здесь они составляют до половины популяции, а белые сервалы с серебристо-серыми пятнами известны только в неволе. Из-за окраса многие думают, что сервал близкий родственник гепарда или леопарда, однако его ближайшие родственники – каракалы и золотые кошки Африки. Сервалы являются лидерами среди хищных животных по показателям успешной охоты. Зоологи утверждают, что примерно 60% добычи в результате охоты становится пищей искусных охотников. Для сравнения стоит отметить, что процент успеха охоты тигров или львов не превышает 40%. Зоологи утверждают, что у сервалов настолько острый слух, что он может услышать даже трепет мыши или другого мелкого грызуна на расстоянии до километра. Что логично, иначе зачем ему такие большие уши? Уши сервала двигаются независимо друг от друга и могут улавливать звуки в ультразвуковом диапазоне, как у летучих мышей. Эти котики главным образом сумеречные животные. Пик их охотничьей активности приходится на утро и вечер. Их основной добычей становятся грызуны, зайцы, доманы и мелкие антилопы, а также цесарки и другие птицы. Сервал может охотиться даже на фламинго, причем он не просто хватает их, а умело подкрадывается в болото, не издавая ни звука. Он также ест насекомых, рыбу и даже небольших обезьян. Несмотря на то, что у этих черных шнобелей и длинные ноги, бегать за добычей они совсем не любят. Поэтому он прыгает до 3 метров в высоту, чтобы прикончить жертву одним мощным выпадом.
Еще одной слабостью и увлечением грациозных животных является вода. Несмотря на то, что принято считать, что кошки боятся воды, сервалы просто обожают водные процедуры. Не все же азиатам плескаться в водичке в сезон дождей. Также данные представители семейства кошачьих отличаются довольно игривым характером, любознательностью и общительностью. Кстати, прежде чем захотеть такую киску дома, помните, что все повадки диких кошек они переносят с собой в домашнюю жизнь. Период любви у сервалов не привязан к определенному времени года. Благодаря этому в домашних условиях они дают потомство в любое время года. В период брачных отношений в природе животные образуют пару и некоторое время существуют вместе. Вместе проводят свободное время и совместно охотятся. Хотя, конечно же, они, как и все кошачьи, по натуре свои одиночки, и социум себе подобных не любят. Беременность сервалихи длится 77-79 суток. Когда приходит время произвести на свет несколько смешных котят, мама подыскивает подходящее для этого место. В качестве такового сервалы используют норы трубкозубов или гнезда в зарослях густой растительности. На свет появляется сразу несколько, но обычно не более 4 котят. Они слепые и покрыты светлым пухом. Глаза открываются через 2 недели. Пьют молоко сервалики до 6-8 месяцев. В 4-5 месяцев самка постепенно выводит их на охоту, обучает охотничьему мастерству и приобщает их к обычной мясной пище. Кстати, сервалы считаются очень заботливыми и трепетными мамами. В период, когда малыши зависят от нее и являются беспомощными, самка очень опасна и агрессивна. При ощущении малейшей угрозы для котят она бросается на их защиту и может напасть даже на любимого хозяина. Паспорт сервалы мужчины получают к 2 годам, а девушки к 1,5. Приблизительно к году сервалы уже могут самостоятельную кошачью жизнь. Средняя продолжительность жизни у африканок со смешным носом и ушами 13-15 лет, в домашних условиях до 20. В естественных условиях врагами сервалов являются гиены, дикие собаки и леопарды. Но главным и единственным врагом этих кошек является, догадайтесь кто. Сервалов уничтожают в больших количествах браконьеры из-за их ценного меха. Также большую ценность для браконьеров представляют детеныши сервалов, которые очень высоко ценятся заводчиками экзотических животных. Красивых кошек отстреливают не только из-за желания поживиться на продаже ценного меха, но и из-за вкусного нежного мяса, которое считается большим деликатесом в пределах африканского континента. Ну и напоследок скажу, что если вы все-таки решите завести себе такую киску дома, то не забудьте, что это одно из самых дорогих кошачьих удовольствий, которое начинается от $10 000. А вам нравится необычная внешность сервалов? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!